Приветствую вас, дорогие автолюбители! Сегодня хочу рассказать вам о той проблеме, о которой постоянно спрашивают мои слушатели и YouTube слушатели. О чем же они спрашивают? Они спрашивают, почему у моей магнитоле пропали настройки. Настройки, они не сохраняются или что-то подобное. Вообще существует несколько причин этого. Покажу на своем автомобиле и попробуем разобраться, в чем же может быть и почему эта проблема вообще возникает. Первая причина – это причина техническая. Если же у вас настройки не сохраняются с самого начала, то проверьте, пожалуйста, банальную вещь. Это соответствует ли ваш разъем, который используется АЦЦ, то есть от ключа зажигания, у вас идет провод, который заходит в общий пучок кабеля питания. Идет основные два провода. Это толстый желтый и толстый черный. Эти два основных провода в вашей машине должны совпадать с таким же пином на вашем кабеле питания. Итак, вот образец, как выглядит приблизительно кабель питания. Вы одеваете на родную фишку. Здесь есть желтый, есть черный кабель, это желтый B+, и кабель АЦЦ красный. Дальше здесь вот показана распиновка, и эта распиновка 16-пинового порта должна совпадать. Как видите, первый пин это у нас черный, третий пин это АЦЦ, тонкий красный, и А2 батарейка, либо B+, который должен быть подключен. Вот как это также выглядит непосредственно на разъеме самой магнитолы и место их положения. Это позволяет проверить. Это нужно проверять всегда. Очень часто местами путают проводки родной. Не верьте проводками, когда вам говорят, что просто вставь и заработает. Это может быть не так. B+ и АЦЦ могут менять местами. То есть, если они перепутаны, например, АЦЦ и B+, то у вас все будет запускаться. Проблем никаких у вас не будет. Но у вас не будут сохраняться настройки и каждый раз сбиваться. То есть, как это делается? Да очень просто. Перед установкой вам нужно подключить сначала фишку родную и проверить 16-пиновый кабель с помощью контрольки, работает ли у него постоянный B+, который должен всегда гореть. Причем минус можно взять с предохранителя. Либо и второе, проверить, работает ли АЦЦ. Он должен загораться только когда вы нажимаете на кнопку, либо поворачиваете ключ. Это первая причина. Давайте рассмотрим с вами вторую причину. Вторая причина, связанная с CAN-басом. Например, вы полезли в инженерное меню и по какой-то причине решили подобрать там соответствующий протокол, так как посмотрели мое видео. Но никогда не делайте этого, если у вас нет этого CAN-баса. Понятно, что базовый CAN-бас встроенный в магнитолу он уже есть и работает в режиме No CAN-бас протокола. И он позволяет, к примеру, подключить кнопки руля, как на этом автомобиле. Но конкретно в этом автомобиле есть у нас аж два CAN-баса. Один из которых является адаптером звуковой системы. Это вообще не CAN-бас. А второй, хотя они похожи внешне. А второй CAN-бас предназначен как раз для этих дополнительных функций. Это, например, и открывание двери, бортовой компьютер, еще куча всего. Но самое главное это климат-контроль. То есть, когда вы запускаете климат, у вас сразу что-то появляется. Какие-то настроечки. Ну, вот попробую показать. Вот как в этой машине. Мы включаем климат, и оно выскакивает. На некоторых машинах можно даже управлять этим климатом. И что делают покупатели и автолюбители? Они пытаются выбрать свой автомобиль, не имея CAN-баса. То есть у вас отсутствует сама коншина. То есть не коншина, а именно CAN-бас прибор. А вы пытаетесь выбрать его протокол. И это, естественно, влияет на настройки самой магнитолы. И может повлиять на многие настройки в этой машине. Поэтому этого делать не нужно, если у вас нет CAN-бас адаптера. Например, Volkswagen все имеют CAN-бас адаптер. Mercedes не все. А корейцы и японцы в базовых комплектациях, естественно, его не имеют. Он просто там не нужен. Переходим к третьей, самой главной причине. Эта причина кроется вот в чем. У всех у вас идет вот такой вот USB кабель. USB разъем. И вы слушаете музыку с флешки. Но есть одна особенность. Если вы делаете любые действия в магнитоле
связанные с инженерным меню. Например, такие как вы залезете в инженерное меню, просто посмотреть, что там, и выйдете с него, то в эту флешку, которая там стоит USB, запишется специальный файлик, который называется лог, определенный лог, и который сохранит постоянные базовые настройки. И когда эта флешка будет вставлена, у вас всегда не будут сохраняться настройки. Делая сброс на магнитоле, не вытащив флешку, та же история. Как бороться с этим? Если вы пришли, и у вас по какой-то причине, причем это, кстати, может произойти автоматически, каким-то случайным образом, иногда. Если вы пришли, и у вас не сохраняются настройки, а раньше все было окей, начните проверьте флешку. Вытащите ее, поездите без флешки. И если настройте заново, и если при этом все окей, форматните флешку FAT32. Найти тот файл достаточно сложно, он может быть скрытым. Это определенный файл. Почему этот файл появился? Потому что, скорее всего, существует понятие профиля. И, возможно, в будущем вы можете с помощью флешки, каждый садится, подключает свою флешку и получает собственные настройки. К примеру, как настройки в этом автомобиле, это настройки сидения под каждого пассажира с памятью. Также работает флешка. Ну и последняя, маловероятная причина – это проблема с прошивкой. Да, иногда проблемы с прошивкой, особенно если вы сделаете такую глупость, как обновите по воздуху эту прошивку. То есть зайдете в инженерное меню, то есть даже не инженерное, тут где-то есть еще одно меню, настройки. В разных версиях оно по-разному. Заходим, там системные настройки. Ну, сейчас не помню, где именно в этом, но это не принципиально. И здесь есть обновить прошивку. Вы нажимаете обновить, она обновляется по воздуху, и такое происходит. На самом деле этого делать нельзя, и даже если вам приходит какая-то обнова, старайтесь этого не делать. Но даже если все-таки вы рисковый человек и решили это сделать, помните, что нельзя выключать двигатель во время этой обновы, нельзя включать заднюю скорость и вообще любые действия делать, пока не произойдет полное обновление. А после обновления желательно сделать сброс на заводские настройки. Это позволит очистить определенный кэш, который остался с предыдущих настроек. И при этом помните, флешка должна быть вытащена. Итак, запомним самое главное. Если у вас не сохраняются настройки, этот вопрос был последний раз, раз 10 мне задавали вот буквально на этой неделе, то просто форматните флешку. Вытащите ее и форматните. USB флешку. Возможно, у вас это проблема. Надеюсь, вам это помогло. А я, в свою очередь, надеюсь на вашу подписку и надеюсь на ваши лайки. Ведь моя работа помогает вам. А мне будет также проще работать с моими заказчиками. Задавайте вопросы, пишите. Единственное, прошу вас, не пишите на мой ответ свой вопрос снова. Потому что увидеть эти вопросы в определенном дереве вопросов, когда у нас появляется линия обсуждения, мне достаточно сложно. Я отвечу в следующий раз уже через неделю. Если хотите быстрого ответа, пишите под любым новым видео снова новый вопрос. Таким образом я смогу отвечать быстро. До новых встреч. Успехов всем.